Да, моя зайка плавает, плавает моя зайка. Все? Ты мой золотой. Расскажи всем, как ты был на море? Добрый день, друзья. Вот мы и вернулись из отпуска. Что? Мы ездили втроем. И посмотрите, кто из нас лучше загорел. Конечно, Ричи. А еще он первый раз в жизни плавал в море. Да и вообще, наверное, первый раз в жизни плавал. Правда, он не поделился своими впечатлениями, понравилось ли ему плавать или нет, но попробовал. Все? Да, конечно, отдых – это всегда замечательно, волнительно, но уж как приятно. И вы знаете, на отдыхе бывают невероятные встречи. Идем на море, а меня кто-то зовет по имени. Я так растерялась. Ну уж простите, я не ожидала, что меня узнают подписчики. Конечно, мы поговорили, постояли, пообнимались. Но я сожалею, что я не спросила, откуда же были мои подписчики, из какого региона. Не ожидала, что в этом маленьком приморском городке меня кто-то узнает, да еще и мы так по-доброму, весело пообщаемся. Большое вам спасибо. Но давайте перейдем к цветам. Это лирическое отступление. Что же случилось, пока меня почти 20 дней не было дома? Есть приятные сюрпризы, есть обидные потери, а в основном все отлично. Пока меня не было, расцвела интрига. Очень красиво. И я надеюсь, что будет продолжать распускать свои цветочки. И сразу расскажу, что меня очень огорчило. Дома оставались коты. Им было предоставлено все пространство. Я постаралась спрятать все орхидеи, чтобы они не смогли до них достать. Но все равно они достали. И достали, и съели, наверное, самую желанную орхидею. Мне очень хотелось, чтобы эта орхидея у меня росла. Мы с вами ее вместе пересаживали. Она так чудесно росла, но от нее остался один росточек. И этот росточек, видимо, пролежал все это время без грунта. Я поставила венерин башмачок на подоконник, закрыла так, чтобы коты не смогли до него дотянуться, но они дотянулись. Съели весь основной куст, то есть я нашла, видите, все, что они могли, все было съедено. А вот этот, видимо, вытащили, и он упал за горшочек. Он, конечно, выжил, но состояние его такое, что я не думаю, что его возможно восстановить. Вот это единственная потеря, которая случилась во время моего отпуска. А в остальном я вам обещала показать те цветы, которые всегда находятся за моей спиной при съемке. И давайте я вам объясню, что я сделала перед отъездом. Во-первых, я все цветы поливаю перед отъездом. Конечно, это нельзя сделать. Даже вот этот стеллаж нельзя полить за один день. У меня уходит 2 дня на полив вот этого огромного стеллажа. Поливала я их 9 сентября, 9-10 сентября. Еще хочу обратить ваше внимание, что вот на этих 2 полках, вот на этой и на этой, вот здесь внизу прикреплены лампы.
все лампы подключены к таймеру. Включаются и выключаются в заданное время. И цветы, которые стоят на верхней и на средней полке, ну как вам объяснить, эти полки нагреваются не сильно, но все-таки нагрев есть. Вот на этой полке очень тепло и на этой. Вот здесь я чувствую чуть-чуть, но теплее, чем край полки. В середине полка теплее. Поэтому вот эти две полки я ставила все орхидеи на мокрые пяточки. Даже можно здесь увидеть, что водичка еще осталась. В горшках есть конденсат, но все листики в тургоре. И посмотрите, ни один цветок, вот там единственный, не один все-таки есть. Вот там высоко-высоко один цветочек завял. Остальные стоят, как и стояли. Точно так же средняя полка была поставлена на мокрые пяточки, но горшки здесь меньшего объема, поэтому в некоторых горшках водичка почти закончилась. Вот в маленьких закончилась вода, а в больших чуть-чуть осталось. Но тоже все цветы, все листья остались на месте. Лимпопо распустил даже один бутон. Парфюмерная фабрика, да, она сбрасывает цветочки, но она решила дорастить бутончики. И это все во время моего отсутствия. А так, никаких проблем у этих цветов нет. Даже Лас-Вегас продолжает цвести. А нижняя полка, так как у нее нет никакого подогрева, я не стала наливать даже эти пресловутые мокрые пятки. И посмотрите, почти все цветы остались на месте. То есть даже не сбросили цветы. Хотя находились без полива с 9 по 28 сентября. Почти 20 дней. Поливать я их начну еще через пару дней. Здесь промывать горшки, потому что есть какие-то водоросли. Там будет просто полив. Почти все листья в тургоре. Можно, я даже не знаю, какой же вам цветок показать, и сказать, что потеряли тургор листья. Практически я даже найти такого цветочка не могу. Одни начали выпускать новые листья орхидеи. Другие продолжают рост листьев. Ну, пока, конечно, не видно никаких цветоносов. Есть отсушенные листики, но это так, как живет орхидея. Вот, например, вот это. Она вырастила 2 огромных новых листика, и там есть отсушенный лист. Это все жизненные циклы орхидеи. С фаленопсисами, даже когда меня нет долго дома, ничего страшного не произошло. Вот то, что я вам хотела показать. Можно уезжать совершенно спокойно, отдыхать, не думать о том, что ваши орхидеи как-то себя будут плохо чувствовать. Они прекрасно себя чувствуют и без нас, причем растут и цветут. И вот только когда я куда-то уезжаю, я применяю полив мокрые пяточки. Но не всегда и не для всех. Мне хотелось даже специально вам вот это показать, что можно даже в керамзите оставить орхидеи на 20 дней, и они себя будут чувствовать великолепно. Без меня зацвели маленькие орхидеи в мху. И в следующий раз я вам покажу цветение орхидей, которые я получала в посылках, которые расцвели без меня. Интересное цветение. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик
и вы обязательно все увидите и узнаете. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.